Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор моих покупок. В магазине Светофор. Давно не было такого обзора, поэтому если вам интересно, что покупаю я в Светофоре, то оставайтесь со мной до конца и всем приятного, не знаю что сказать, или просмотра, или аппетита. Друзья, на самом деле в Светофоре очень-очень, кто в теме, поставьте лайк, напишите, пожалуйста, в комментарии. На самом деле в Светофоре брать еду очень-очень-очень опасно. Но есть, тем не менее, какие-то продукты, которые я беру уже неоднократно. И есть, которые я впервые взял и попробовал, и мне они очень понравились. И давайте начнем. Я вам расскажу, что я беру в Светофоре, что первый раз взял. Я занимаюсь на маркетплейсе. И я в Светофоре стал покупать скотч. Мне показалось, что он довольно недорогой. Он стоит, получается, друзья, 486 тенге один рулончик. Вот. Я в каких местах только не брал. И вот этот он более-менее, знаете, вот он как бы меньше рвется, что ли. А так, в принципе, вот такие вот рулончики стоят 900-800 на рынке. Поэтому вот я решил остановиться пока в Светофоре. Взял впервые, не знаю, еще не пробовал, чеснок. Чеснок сушеный. И сейчас только решил обратить внимание, изготовитель город Алматы. Поддержим своего производителя. Друзья, чеснок этот сушеный 200 грамм стоит 549 тенге. В общем, решил взять попробовать. Так, дальше я пойду, наверное, по списку. Так будет мне немножечко удобнее, чтобы не искать. Халва. Халва. Я же одну взял халву? По-моему, одну. Халва, друзья, 500 грамм. Тоже, что ли? 468 тенге. Я ее беру постоянно, как только бываю в Светофоре. Мне она, в принципе, нравится. Тоже, по-моему, она нашинская. Нет, она не нашинская. Фу, отнесу обратно. Да нет, шучу, конечно же. Это Беларусь. Друзья, я не ту взял. Я обычно беру, она алматинская, точно помню. То, что она алматинская. Так, полотенца бумажные. Вот эти, кстати, полотенца, по-моему, я тоже первый раз взял. Но я не думаю, что они уж сильно должны чем-то отличаться. А производитель Россия. Производитель Россия. Так, полотенчики эти стоят 2 слоя. 2 рулона, 538 тенге. Ну, кстати, наверное, недорого. 538 на 2. 269 тенге рулончик будет стоить. Ну, хорошо, ладно. Что еще я увидел? Первый раз я увидел в Светофоре. Ну, может быть, уже были, но не замечал. Это батарейки. Взял батарейки. Тоже у них цена получается одинаковая. 787 тенге за 12 штучек. Взял пальчиковые и мизинчиковые. Я пока не начал пользоваться, я жду ваших комментариев. Пишите, может быть они уже давно, а я их только сейчас заметил. 787 мы делим на 12. 65 тенге. Но я надеюсь, она будет вообще работать изначально. Так, дальше. Саморезы. Тоже, кстати, довольно недорогая цена. Но это точно не продукты, это точно можно брать. Саморезы стоят 1276 тенге. Кстати, тоже они чуть подорожали, были дешевле, по-моему. Что-то 1000 тенге, что ли, они были. Так, саморезы. Двигаемся дальше. Ягода натуральная. Не знаю, насколько она натуральная. Много раз ходил, смотрел. Черника, потертая с сахаром. Там еще разные вкусы есть. Ну, решил попробовать взять. Варенье закончилось домашнее. И надо какую-то искать альтернативу. И вот альтернатива Светофор. Рискуем, как говорится, друзья. Рискуем все ради контента. Вот. Килька. Друзья, килька. Что самое интересное. Посмотрел килька. И, кстати, рекомендую, когда вы покупаете консервы, смотреть на изготовителя. Те, которые ближе к морю, к океану, там консерва ожидается повкуснее, нежели, если, допустим, это московская консерва, то, скорее всего, она будет дрек.
Но не знаю, не могу ручаться, но тем не менее я консервы рыбные стараюсь брать, которые ближе к морю. В общем, это консерва. Консерва. Я забыл. Дата изготовления. Ничья. Республика Крым. Ну, я надеюсь, что она будет вкусная. Но на самом деле, я ее уже открыл. Я взял 2 консервки. Я ее уже открыл, попробовал. Слушайте, я в восторге. Она мне очень понравилась. То есть я ее запомню. И в следующий раз, если буду брать еще. Но тут вопрос по цене. Цены не было. Я забыл спросить на кассе, сколько она стоит. Думаю, ну и забыл. В общем, забыл. Пришел домой, давай смотреть. Сейчас я вам покажу чек. В чеке, в общем, было как-то непонятно, она забита. Сначала показалось, как будто она стоит 239 тенге. Я взял 2 баночки, итого 478. На самом деле выходит, что одна баночка стоит 478 тенге. Но тоже не ручаюсь говорить, что это дорого или это как-то дешево. Но был опыт месяц назад. Ходил по рынку, брал консерву на дачу. И обратил внимание, что в принципе консервы тоже стали аховые цены. В общем, я думаю, что это недорого для консервы. Я думаю, что такая консерва стоит за 500 тенге. Поэтому, если она действительно стоит 400, сколько я сказал? 478 тенге, ну, она того стоит. Она действительно вкусная. Я еще раз покажу вам картинку. Если будете в светофоре, берите смело, ручаюсь. Она очень вкусная. Но единственное, что смотрите на срок годности. А то возьмете какой-нибудь, прошлогоднюю, просроченную. Потом я буду виноват, что посоветовал, ручаюсь. Конфеты с печеньем. Не знаю, взял первый раз. Карамель плюс печенье. Что-то типа Твикса. А давайте сразу и попробуем. Как помните, как в старые добрые времена я брал и все, что можно было, кушал. Пробовал. Я обожаю печенье с карамелью. Обожаю сам батончик Твикс. Поэтому я надеюсь, что они мне... Ну да. Потерял цену. $912 тенге, полкилограмма. Но, конечно, это не Твикс. Твикс намного, конечно же, вкуснее. Вот, но тем не менее, знаете, довольно прилично. Кушать можно. Вот, кстати, что хотел сказать. Прежде чем мы будем двигаться дальше. Все-таки, друзья, в светофоре сладости еще куда ни шло можно брать. А вот какие-то там продукты питания, вот консервы, будьте аккуратны, пожалуйста, с консервами. В светофоре очень опасно. Так, туалетная бумага на дачу. Ну, кстати, уже брал. Довольно такая сносная. Ну, домой я беру другую. Так, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 8 рулонов. Куда бы ее поставить, чтобы она не мешала, камеру не загораживала. 1093 тенге. Получается, стоит. Да? 1093 на 8. 136 тенге. Трехслойные 8 рулонов. Как-то они в этот раз напечатали чек. Очень сложно его читать. Пряник зебра 548 тенге. Пряник, кстати, я уже брал этот. Пряник зебра. Ну, пряник, честно сказать, не скажу, что он плохой. Ну, сносный, кушать можно. Я еще раз говорю, что я в основном в светофоре в последнее время стал брать только что-нибудь сладкое. Поэтому... Так, скотч мы посмотрели. Крис. Круглозерный рис увелка. Это который у нас в пакетиках для легкого быстрого приготовления. 5 штучек. Знаете, уже проверен. Уже не первый раз беру. Но в целом, конечно, я предпочитаю брать рис на разновес. Но этот я тоже беру, потому что
очень-очень удобно иногда где-то его порционно быстренько приготовить, не запариваться. Ну, точно не на плов, на гарнир. Вот мама у меня стала в последнее время только его брать на гарнир. Говорит, вообще так классно, так удобно. В общем, стоит 503 тенге. Ну, для риса это как бы дорого, но для вот такого вот быстрого приготовления я считаю, что это недорого. Кисель. Кисель ассорти. Ну, я не особо такой любитель киселя, но взял вот домой на дачу. Мама у меня этот кисель любит, она его берет постоянно, как только там бывает. Поэтому, наверное, вкусный. Попробуйте. Кисель без варки. Здесь получается в киселе 744, а сколько здесь? 24 пакетика по 30 грамм, друзья. Вот. Кисель вот сюда мы ставим, потому что осталось совсем немножечко. Минтай соломка 150 грамм стоит 519 тенге. Вот такая вот плюх-млюх. Вот такая вот соломка. Вы знаете, внутри смотрится, конечно, такое ощущение, вот когда те, кто ходит в рыбный магазин, обратите внимание, пивные магазины, где продаются вот такие соломки, они ровные, большие, а здесь как будто вот мусор, как будто мусор собрали, когда изготавливали. Те отдали в пивные магазины, а эти в светофор. Но они сносные, они в принципе съедобные. Надо только единственное, когда покупаете, смотрите, чтобы, не дай бог, там плесени не было. Вот. А так, в принципе, срок годности хороший, 150 грамм, это, ну, это очень дешево. Я брал их, я беру их второй раз. Они мне, в принципе, понравились. С пивасиком заходят на самый раз, друзья. Все, осталась последняя позиция. Это еще одни пряники. Традиционные. Пряник зебра. Пряник чайный, советник, советский читаю, пряник советский, 355 тенге, полкилограмма. Вот, друзья, вот такой вот у меня получился поход в светофор. Пишите в комментарии, делитесь по традиции, кто что в светофоре покупает, что там сносное, что можно из еды покупать. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Не забываем ставить лайк, подписываться на мой канал. Ну и, конечно же, поделитесь этим видео со своими родственниками и друзьями. Пусть они тоже знают, что можно есть, а что нельзя в магазине Светофор. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.